Здравствуйте, господа. 6 декабря вышел семинар «Деньги, энергия доступа. Как не мешать себе богатеть». Хочу сейчас вам представить небольшие отрывки из данного видео. И в случае, если вы хотите посмотреть видео целиком, то переходите по ссылке внизу видео, нажимайте на кнопку, покупайте семинар и изучайте его. Желаю всем прекрасного просмотра. Старайтесь делать так, чтобы вам дальше, милые мои, помните, всегда старайтесь делать так, чтобы вам завидовали. Я очень хорошо одеваюсь, у меня дорогая одежда, я не стесняюсь, я ношу пальто там за 10 тысяч долларов, езжу на машине за $1000 или там Иста тысяч долларов, и там у меня их там целая куча. Я не стесняюсь, хотя понимаю, что родина в опасности, страна в огне, русские атакуют. Подстригаюсь, не выгляжу уставшим, ношу дорогие туфли и так далее. Почему? Я знаю принцип жизни. Постройте программу зависти. Чем больше людей вам будет завидовать, тем вы будете богаче. Это офигенная тема. Старайтесь делать так, чтобы вам завидовали. Любая зависть — это невероятный ключ к материальному благополучию. Так себе и ставьте программу. Говорите себе: завидуйте, завидуйте, а я буду богатеть за счет этого. Завидуйте моей красоте, моей молодости, завидуйте тому, как я выгляжу, завидуйте тому, с кем я, завидуйте, какой я, завидуйте, насколько я, завидуйте, какая же я и так далее. В чем я, и где я, и с кем я, и какая я. Завидуйте, завидуйте, а я буду богаче. Я когда вижу, когда кто-то завидует, я наслаждаюсь этим процессом, потому что я понимаю, что это прямая энергия. Что такое есть зависть? Они хотят, чтобы им завидовали. Зависть является ключом, но они знают это и говорят, что я купаюсь в этой зависти. Завидуйте, чем больше будете мне завидовать, тем я богаче буду. Течет любовь, туда текут и деньги. Поэтому, милые мои зайчики, делайте укладку, красивые волосы, делайте красивые, одевайте ювелирные украшения, одевайте самую лучшую одежду. Делайте так, чтобы вам завидовали, не бойтесь этого. И во многом я могу сказать, что это благодаря все-таки той энергии, которая называется энергия денег. Не зря я часто говорю у себя в школе: бабло побеждает зло. Но мы, тем не менее, переходим к нашей теме. Считаю, что она будет интересная. Много эзотерики, много систем, много идей. Но я решил сделать это еще и по принципу гораздо более глобальных и сильных методов и философии. Решил это все разместить таким образом, чтобы это все было в самом начале. И постараемся начать. Итак, с чего необходимо начинать? Начинать всегда необходимо с того, что у людей возникают проблемы. Когда человек начинает заниматься бизнесом, хочет открыть бизнес, когда он пробует заниматься бизнесом, у него всегда возникает проблема. Она возникает в том, что у него что-то не получается в жизни. И я начну как раз с этого. Начну с нашей проблемы, которая называется: когда человек собирается что-либо открывать или делать, он должен знать, что существует ряд правил, которые ему необходимо знать. Не зная данные правила, человек очень часто совершает ошибки. Итак, первая ошибка, которую совершает человек, или первое правило, оно звучит следующим образом. Друзья мои, любые ваши фантазии, они энергоемкие, требуют большое количество энергии или денег. Именно поэтому, чем больше вы будете представлять свою успешность будущего проекта, тем сложнее для вас будет его открытие. Так, каждый раз, когда вы пытаетесь что-то открывать, вы начинаете мечтать или думать о том, как вы откроете, о том, как у вас получится, о том, как у вас пойдет, о том, как будет хорошо, о том, как вы сможете что-то еще. Так вот, каждая ваша мысль, которую вы создаете о том, как это будет работать, ухудшает и усложняет, и делает более тяжелым, и удлиняет в
во времени успех вашего бизнеса. Поэтому старайтесь контролировать в тот момент, когда что-либо открываете, ваши мечты о том, как это после открытия будет работать. И я поэтому часто говорю такие слова. Для того, чтобы не разочаровываться, нужно максимально не очаровываться. Поэтому, когда человек думает о том, как это будет получаться, он должен знать. Один из принципов ваших бизнеса заключается в том, что вы мечтаете о том, чтобы ваш ребенок получился здоровым, красивым олимпийским чемпионом, а у вас получается существо, которое не умеет ни жевать, ни ходить, ничего либо делать. Что я сделал? Когда я поставил шар, я сказал ему: сынок, попробуй сейчас прицелиться. Он, кстати, очень хорошо играет в бильярд. Попробуй прицелиться и сказать себе такие слова. Скажи себе: а вдруг не получится забить, а вдруг не получится, а вдруг не получится. И он прямо прицелился, и я говорю: говори эти слова. И он говорит: вдруг не получится, наверное, не получится, нет, не забью, 100% не получится. И после этого ударил. В тот момент, когда он ударил этот шар, шар не залетел. После этого это дошло до смешного. Сколько бы раз человек не повторил: у меня не получится, нет, не получится, наверное, что-то пойдет не так, столько раз шар и не забивался. Я ему говорю: а теперь давай сравним. Поставили точно так же шары, как было до этого. И я говорю: а теперь говори себе: я попаду в шар, и он залетит. Я попаду в шар, и он 100% залетит. Я попаду в шар, и он 100% залетит. И когда он начал это говорить, то шар, по которому он ударил, залетел. Когда вы начинаете что-либо делать, не подвергайте сомнению свой успех. Никогда не произносите слова «получится, не получится», не ходите к гадалкам, не думайте об этом. Когда бьете, всегда думайте, что будет дальше и как он полетит. Если вы думаете, как полетит, что будет, каким образом это будет, вы не забьете. Так и в жизни слово «не получится» или не получится, нужно или не нужно, это уже является тем элементом, который ухудшит состояние вашего шара, который должен быть или должен залететь. Уважаемые мои друзья, перед вами сидит человек, который всегда ударяет и попадает. Почему? Если я решил делать, я это развиваю, делаю. Почему? Одна из задач, это задача конечная, которая связана с тем, чтобы заработать на этом деньги. И почему это не должно получиться? Почему вдруг? Поэтому, что бы я ни делал, как бы я ни ориентировался, я всегда стремлюсь к тому, чтобы это получалось. Открою, получится, открою, раскручу, открою, получится. И открою, получится очень часто в жизни мне помогает. Поэтому будьте бильярдным шаром, не подвергайте сомнению ваши желания в тот момент, когда вы пытаетесь эти желания свои свершить. Третье. Никогда в своей жизни не открывайте бизнес для того, чтобы закрыть свои долги. Подчеркните это и обведите большой красной ниткой. Это далеко не вся информация, которая есть в данном видео, которая длится 2 часа. И в нем вы найдете мантры, коды, всевозможные ментальные практики, что представляете, как действовать для того, чтобы всегда быть с деньгами и быть на вершине славы и материального успеха. Приятного просмотра, всем богатства!